Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я плела вот такую корзинку из трубочек для коктейля. Значит, на эту корзинку у меня ушло в общей сложности 3 цветов 168 трубочек. Ручку я не считаю. Вот, саму корзинку. Заказывала на Озоне 2 упаковки по 250 штук в каждой упаковке. Так, сплела я, значит, эту корзинку. Сплела еще одну. Вот у меня тут остались заготовки. И вот еще остались трубочки. Это от 2 пакетов по 250 штук в каждом. Размеры трубочек. Они тут пишут, что это 24 сантиметра. На самом деле 23 сантиметра. Вот, поэтому обратите внимание. Вот, 23. Диаметр трубочки 8 миллиметров. Значит, если у вас нет таких коробочек, чтобы собирать заготовки, можете сделать вот из такой пластиковой бутылки. Края я замотала скотчем, чтобы не порезаться. Вот в такие можно складывать заготовки. Так, я вам расскажу, сколько уходит заготовок на каждый прямой ряд и на круговой ряд. Значит, донышко, первый ряд. Так, первый ряд. На первый блок идет 4 заготовки. Далее я буду считать по своим. Вот у меня 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На следующие блоки в первом ряду идет по 3 заготовки. Вот 3, 3, 3, 3, 3, 3. Значит, 3 умноженное на 6. Вот 6 штук осталось. Получается 22 заготовки. Правильно? 18 и 4. 22. Это уходит на первый ряд. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 ряды. Значит, со 2 по 7 ряд. У кого будет больше, значит, со 2 по какой-то ряд будет идти 3 заготовки. И далее на каждый блок по 2 заготовки. А их у нас 6. По крайней мере у меня. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 15. 15 заготовок это на один ряд, а у меня их 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И вот это умножить на 6. Получится 90. Правильно? 30, 30, 30, 90. Вот. В общей сложности на донышко 112 заготовок. 112. Заготовки делаются из одной трубочки 2 штуки. Вот, 2 заготовки. Значит, 112 делим на 2.
56 полных трубочек. Вот, 56 сюда ушло. Так, это мы с вами рассмотрели донышко. Давайте напишу дно. Так, теперь бока. Бока, значит, высчитываются так. Сначала мы бок начинаем с 3 заготовок. 3. Всего у меня вот этих блоков в круговом ряду 28. Но в самый первый уходит 3 заготовки. Значит, остается 27. В каждый блок идет по 2 заготовки. 2 умножаем на 27. Получаем 54 и 3, 57. 57. Но вот это если это будет первый блок, здесь 3 начинается, то когда заканчивается, здесь будет только 1 заготовка. Вторая пойдет от первого блока. Значит, мы 1 заготовку минусуем. Получается 56 заготовок на 1 круговой ряд. То есть, если здесь было 3, а здесь 1, значит, на 2, на каждую все равно приходится по 2 заготовки. Так, 56 заготовок, а трубочек делим на 2, 28. Значит, вот таких полных трубочек на 1 круговой ряд нужно 28. Вот. И дальше считаем 28, 28, 28. Вот сколько у меня всего ушло трубочек. 4 ряда. 32 и 80, 112. То есть получается 112. То есть 112 трубочек у меня ушло на вот эти части. На 4, да? Значит, на 7. 7 на 7 получается 112 трубочек и плюс 56 на донышко. 168 вот таких трубочек. Ну, вот такой расклад, такой расчет. Вот поэтому вы можете себе составить раскладку и посчитать, насколько хватит. Почему я решила сплести корзинку? Одна моя знакомая на одном из сайтов пишет, что привезли на лето внуков, не знают, чем их развлекать, чем заниматься с ними. Ну, если вы особенно где-то в поселке живете, где дачи, огороды, не все время же вы будете с детьми пропадать на огородах. Надо чем-то и заняться. Отвлечь от смартфонов, от компьютеров. Вот, можно купить 2 упаковки, может быть, даже 1, трубочек для коктейля и сплести вместе с внуками корзинку. Научить детей плести. Размер корзинки 16 сантиметров на 16 сантиметров. И высоту вот до уголка 10 сантиметров. Значит,
Расскажу, как плела эту ручку. Расскажу и покажу, как можно сплести другую ручку. Вот таким образом. Если кто-то надумает плести сумку, то такие плетеные ручки не пойдут. Лучше использовать бельевой шнур. Кто будет, соберется плести такую корзинку, трубочки, покупайте вот такие прямые. Такие не пойдут. Отходов будет много, придется это отрезать. Так, на что хочу обратить ваше внимание. Значит, я когда ее сплела, и только потом вспомнила, что вот эти места, то есть другой цвет, надо закрыть. Я поздно его закрыла. Здесь тоже у меня было, вот видно, желтый здесь, закрывала зеленым. Вот, видите? Поэтому, когда вы сплетете донышко, проплетете первый ряд и сразу начинаете закрывать другой цвет, если вы посчитаете нужным. Почему? Иначе будет очень сложно сюда подлезть. Я там показывала в дальнейшем, вы посмотрите. Так, ну и ручку я прикрепила этим степлером строительным. Обычный степлер не берет. Ну, у кого есть желание, можно попробовать мононитью пришить. Корзинка очень вместительная. Желательно на всякий случай приготовить пинцет. Какой есть, не обязательно такой, какой есть. И желательно скрепки канцелярские, вот такие. Так, сразу хочу сказать, что вот так их выпрямлять не стоит. Потому что для этого потребуется много усилий, и они могут лопнуть. Так, теперь трубочку сворачиваем пополам. Вот, выровняли. Я беру палочку для маникюра. Или вот у меня есть бракованная спица. Вот, выравниваю. Разрезаю. И одну часть оставляю как эталон, трафарет. Вот, и по ней вот так нарезаю. Сворачиваем. Здесь сгибаем. И вставляем. И вот в это отверстие должно поместиться 4 заготовки. Вот так узнается размер заготовки. И размер этой заготовки должен быть в районе 4,3, 4,2. Берем линейку, прикладываем. Если 4 сантиметра, значит нужно увеличить. Немного так на глаз раздвинуть. Вот. 4,5, то есть 4,5 сантиметра, это будет много, я считаю. Ну, вы потренируйтесь, проверьте. Потому что слабо будет. Затем вот здесь сжимаю. Здесь я прохожу так. И все, заготовка готова.
Ну и теперь начнем собирать. Тут главное, что понять. Вот сцепка у нас, поскольку мы плетем донышко сначала, вот так должна быть вниз. Вот тоже сцепка вниз. Так. Теперь вставляем сюда. Теперь надеваем на эту и вставляем в эту. Можно наоборот. Сначала сюда, а потом надеть. И затянуть. Вот, получился первый блок. Дальше. Сцепка здесь, вниз. Надеваем на этот. Сюда. Надеваем на этот. И вставляем внутрь. И затягиваем. Опять надеваем на этот. Вот они идут. Блоки. Вот, одеваем, надеваем сюда. Так. Теперь на этот. На этот. Так, вот мы с вами сплели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы можете плести меньше, можете больше. Это уже на ваше усмотрение. Теперь переходим к следующему ряду. Работаем с этими краями. Надели. Так, надели. Сюда надели. Все так же мы делаем, как было до этого. Так, сюда мы... Вот, видите, неправильно вставила. Значит, надо поменять. Вот, и спокойненько затягиваем. Так, закончили мы во втором ряду один блок. Первый, да? Дальше. Надеваем на следующую. Так. И вот этот край вставляем внутрь. Вот так. Теперь следующую берем заготовку.
Надеваем на эту. И нам нужно ее вставить вот сюда. Так. Второй блок сделали. Так, опять надеваем на следующую. Вот на эти сначала надеваем, на эти части. Так. Потом на него надеваем. Теперь эту часть вставляем сюда. Так. А эту вставляем сюда. Ну вот, закончили второй ряд. Третий ряд плетется так же, как и второй. Надеваем сюда. Надеваем сюда. Надеваем опять на эту. И протягиваем в первую. Вот так. То есть у нас получается как? Вот хвостик, здесь ничего нету. Хвостик пропускаем. Так, и еще одну давайте сплетем. Теперь, значит, вот мы на них одеваем. Вот так надели. Эту протягиваем сюда. Вот так. Теперь надеваем на эту.
и протягиваем сюда. Так, затянули. Вот таким образом. И плетете столько, сколько вам нужно. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 я буду делать с этой стороны. То есть 8 на 8. Так, сплела я донышком. Значит, сначала я хотела сделать размер 8 на 8. Но что-то разленилась и решила убавить. И сделала 7 на 7. Проверим. 1, 2, 3, 7. Здесь 1, 2, 3. Теперь вы видите, донышко выгибается. Вот так видно, да? Значит, я сейчас положу его под пресс. Вот, выгнулась. Положу на пеноплекс, у меня большой размер. Вот, сверху еще один пеноплекс. И уже на верхний пеноплекс поставлю гири, гантели. У кого нет гири, гантелей, можно поставить ведро с водой. 1 или 2 ведра. Вот. И сутки пусть полежит. И тогда донышко выпрямится. Достала я из-под пресса донышко. Пролежал у меня там 2 суток. Вот уже форма менее более. Так, располагаем донышко таким образом, чтобы все заготовки были наклонены в левую сторону. Теперь берем карандаш, ручку, маркер, все что угодно. И вот в этом крайнем блоке отмечаем вот этот квадратик. Вот. Значит, если будете отмечать ручкой, не бойтесь, оно потом вытирается. Вот. Так, отметили. Далее поворачиваем. И точно такой же отмечаем с другого угла. Вот здесь. Поворачиваем. Здесь. И здесь. Вот. Можно маркерами. Далее я беру зеленые заготовки. Так, значит, на отмеченную заготовку надеваем зеленую заготовку. Место соединения я увожу внутрь, а целую часть наружу. Так, надеваем на нее. Надеваем на эту. И надеваем на эту и протягиваем в желтую. Вот так. Теперь надеваем на желтую. Зеленую протягиваем в желтую. Надеваем на зеленую и в зеленую протягиваем.
Вот. Так. Так, дошли мы вот до отметки. Над ней мы тоже сплели блок. Вот, закончили блок. Теперь надеваем на заготовку, которую у нас вот отметка стоит, сюда, а эту вводим в желтую. Вот, мы формируем угол. Теперь надеваем на зеленую. И эту зеленую заводим внутрь. Вот такой угол должен получиться. Вот. Впоследствии, чтобы боковины встали прямо, мы что сделаем? Вот так их сложим. Ну, я вам потом в процессе покажу. Берем прищепки обычные или канцелярские зажимы. И вот так зажмем. И будет у нас форма, будут бока стоять ровно. Вот уже, видите, встают. Можно сейчас прижать. Давайте немного прижмем. Так, вот здесь. Вот здесь. Ну, побольше можно прищепок поставить, зажимов. Вот. Но они сейчас будут мешать. Вот видите, уже выравниваются. Вот. А мы плетем с вами дальше, как обычно. Надеваем сюда, заводим сюда. Надеваем на эту. И заводим внутрь. Вот. Давайте еще одну покажу. Так, надеваем на желтую.
Так, эту зеленую вводим в желтую. Так. Надеваем на эту и вставляем. Вот. Итак, плетем до конца ряда, чтобы над этим блоком встал еще один блок. И потом будем формировать еще один угол.